Начинаем вязать крылья. Для этого набираем в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Колечко затягиваем. Второй ряд 8 прибавок. Третий ряд 16 столбиков без накида. Четвертый ряд начинаем из тройной прибавки, то есть мы вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Теперь вяжем 7 столбиков. Снова тройную прибавку. И 7 столбиков. Пятый ряд. 1 столбик без накида. Тройная прибавка. Раз, два, три. Теперь 9 столбиков. Обычная прибавка. Один столбик. Прибавка. И 6 столбиков до конца ряда.
Шестой ряд 2 столбика, тройная прибавка, 9 столбиков, прибавка, 2 столбика, прибавка. И 8 столбиков до конца ряда. Седьмой ряд 3 столбика, тройная прибавка, тройная прибавка еще раз, 11 столбиков, две обычные прибавки, и 10 столбиков до конца ряда. Восьмой ряд 6 столбиков, тройная прибавка, 14 столбиков, прибавка, 2 столбика, прибавка. И теперь вяжем 16 столбиков без накида.
Так у нас получилось, мы привязали немножко за начало ряда, но это для того, чтобы нам отцентровать деталь. Теперь мы ее складываем пополам, ниточку прячем внутри и будем соединять вместе, оформляя крыло волнистыми вот этими штучками. Делаем воздушную петлю, захватываем первую следующую петлю и последнюю с другой стороны. Делаем столбик. Теперь захватываем за две стенки вместе, делаем еще один столбик. И следующий, третий, соединительный столбик. Теперь в следующую петлю вяжем 3 полустолбика. Раз, два, три. И в следующую делаем соединительный столбик. Повторяем еще раз. Это полустолбик. Раз, два, три. Соединительный. И теперь по такому принципу мы вяжем 2 полукруга из столбиков с накидом по 5 штук в одну петлю. Только мы не вяжем не в следующую, а одну пропускаем. Вяжем во вторую от окончания вязания. Раз, два, три, 4, 5. Одну петлю пропускаем, делаем следующую соединительный столбик. И повторяем этот элемент еще раз. Раз, два, три, 4, 5. Одну петлю пропускаем и в следующую делаем соединительный столбик. И таким образом у нас еще не довязанные остаются 8 петель. Здесь мы вяжем их по кругу 3 ряда по 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И осталось 8 столбиков, еще 2 рядочка.
Вязание заканчиваем соединительным столбиком. Отрезаем ниточку чуть побольше, чтобы мы могли ней потом пришить. Вот такое крылышко у нас получилось. И вяжем к паре вот такое второе. Итак, в крыльях у нас тоже каркас проволочный, чтобы были фиксированы. Мы отмеряем проволоку нужной длины, исходя по крылу. Край загибаем и примерно вставляем в отверстие, равняем на одно крыло, где-то сантиметр у нас будет это, в теле. Мы пропустим проволоку через тело. И на второе крыло с подгибкой примерно равняем. Вставляем проволоку на 2 ряда ниже от горловины. Вот как раз получается примерно на уровне ряда, в котором ввязывались руки. Примеряем, чтобы узнать длину. Одно крыло. Проволока должна упереться вот в этот край. И примерно загибаем для второго, чтобы примерить. Угу. Так, все отлично. Готовим скотч. Заматываем один край и обматываем второй край. Надеваем крылья теперь на проволоку. И свободными концами от крыльев пришиваем их к туловищу.
Вот, собственно говоря, вот такая куколка статичная у вас получится, если вы не используете проволочный каркас. А благодаря тому, что у нас есть здесь каркас, мы можем куколке придать нужную нам форму, изогнуть ножки и сделать вот ее в полете. Нам остается теперь связать звезду, оформить платьечко по желанию, и наш ангелочек уже скоро будет готов. Приступаем к вязанию звезды. Звезда у нас пятиконечная. Сначала мы вяжем 4 лучика просто, нить отрезаем, и вяжем 5, от него нить не отрезаем, и будем этой нитью связывать все вместе. Я уже подготовил заранее 4 лучика. Давайте теперь на примере 5 расскажу, как его вязать. Вяжу пряжей Yarnart Bright, крючок единичка. Делаем кольцо амигуруми и в него вяжем 4 столбика без накида. Затягиваем колечко. И второй ряд мы вяжем столбик прибавка, столбик прибавка. Я провязал пока столбик прибавку один раз, и теперь с помощью деревянной шпажки нам нужно вывернуть вязание на лицо, чтобы оно пошло в правильном направлении. За хвостик колечко наше подтягиваем еще дополнительно. Вот и вяжем еще раз столбик прибавка. Третий ряд мы вяжем 2 столбика прибавка и повторяем еще раз 2 столбика прибавка. Четвертый ряд 3 столбика прибавка 2 раза. Пятый ряд 4 столбика прибавка 2 раза.
Так, от последнего луча мы ниточку не отрезаем и продолжаем вязать, связывая их между собой. По последнему мы вяжем 6 столбиков. Теперь присоединяем следующий, по нему вяжем тоже 6 столбиков. И теперь точно так же по каждому из трех оставшихся вяжем по 6 столбиков. Теперь замыкаем в круг и вяжем 4 столбика убавку. По каждому лепестку получается 5 раз. Следующий ряд мы вяжем 3 столбика убавка по каждому из 5 лепестков. Теперь вяжем 2 столбика убавка по каждому из 5 лепестков. И последний ряд столбик убавка повторяем 5 раз. Затем мы наше отверстие стянем и перейдем к обвязыванию со второй стороны. Заканчиваем соединительным столбиком. Оставляем конец, чтобы у нас была возможность стянуть отверстие. И стягиваем вот эту вот дырочку. Итак, отверстие я себе уже стянул, ниточку спрятал. Теперь переходим к вязанию второй стороны. Для этого мы привязываем нить за вторую сторону вершин звезды. И повторяем точно такое же закрытие. Сначала в первом ряду мы вяжем 4 убавка по каждому из лучей, потом 3 столбика убавка, 2 столбика убавка, столбик убавка. В это отверстие мы потом немножко набиваем наполнителем с помощью пинцета каждый из лучей и серединку. И также ниточку затягиваем.
Так, переходим к вязанию второго ряда. Это 3 столбика убавка. Ну, советую сначала провязать по одному лучу. Вот, допустим, 3 столбика убавка. И теперь всю звездочку нам нужно вывернуть. Вот, чтобы не запутаться, давайте прячем эти нити внутрь. И теперь продолжаем еще по 4 лучам 3 столбика убавка. И делаем еще 2 ряда 2 столбика убавка и столбик убавка. Вот такая звездочка получилась. И той же ниточкой, которую мы стягивали, давайте закрепим ее у рук нашего ангелочка с помощью нескольких стежков. Сначала закрепляем у одной руки, протаскиваем нить через всю звезду и закрепляем у второй руки. Вот так вот звездочку мы закрепили. И теперь остается найти центр тяжести, чтобы нашу игрушечку подвесить. На первом варианте у меня получилось, что как раз центр тяжести вот в этом месте над крылышками. Для этого давайте проденем туда иглу с ниткой и посмотрим. Заправляем нить в иглу. Прокалываем наше туловище. Выводим ниточку. Вот. И по необходимости голову поднимаем немножечко наверх. Крылышки тоже. Придаем туловищу нужную форму. И смотрим. Да, удалось подвесить нормально. Вот, так что наш ангелочек готов. По желанию, если вы будете декорировать как-нибудь одежду, то это следует делать до момента сборки, когда у нас готова просто куколка без звезды и крыльев. Ну, я думаю, как бы с этим вы разберетесь, ведь все люди мы творческие, и особых рекомендаций вам к этому делу не нужно. Ну что, друзья, если вы сейчас смотрите этот момент, значит вы дошли до конца и довязали своего ангелочка. Очень признателен вам за просмотр. А чтобы не пропускать мои новые видео с игрушками, советую вам подписаться на мой канал или же включить уведомления на колокольчике. Еще раз спасибо, что вы со мной следите за моим творчеством. Огромное спасибо за вашу поддержку. Все, тогда до новых встреч. Увидимся в новых следующих видео.